Сальве, это на канале Майк Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы рассмотрим недооцененную игру. Печально видеть, что такие хорошие игры не обретают той виданной популярности, которую они заслуживают. И в этом видео я попробую доказать вам, что в этой игре заложен глубокий смысл, который раскрывается по ходу игры, и эта игра того стоит, чтобы вы обратили на нее внимание. Приятного просмотра! Первое, с чего необходимо начать, это с сюжета, а именно как он подается. Заметно, что сюжет раскрывается с помощью записок, диалогов, некоторых предметов и антуража локаций. То делает игру схожей с серией игр Penumbra или же Amnesia, где ты полностью проникаешься жизнью героя и погружаешься все глубже в его кошмар. Здесь раскрываются важные проблемы человечества. Неразделенная любовь, семья, смысл, последствия и цели войны. Поговорим о последствиях, а именно о концовке игры. Ведь от нее зависит, справится ли главный герой, может ли он дальше жить и освободиться, и простить эту обезображенную птицу, взглянув правде в лицо. И, наконец, принять себя таким, какой он есть, а именно обезображенным калекой, без руки и ноги, или же покончить с этой птицей, которая является им же самим, то есть уйти в небытие, наложив на себя руки. Вечный вопрос, который терзал еще средневековых поэтов, быть или не быть. Вторая же тема – это непонимание семьи, которая не любила главного героя. Но разве это важно? Конечно, очень важно, ведь каждый человек хочет, чтобы его любили, хотя бы его близкие, и принимали его таким, какой он есть. Из записок мы понимаем, что протагонист нетрадиционной ориентации, и родители, застукав за этим, разочаровались в нем. Возможно, это и стало причиной похода на фронт. Ведь главный герой из-за чувства вины понимает, что в родном доме он не нужен. А как результат, взрыв и попадание в колючую проволоку, из которой не выбраться, которая олицетворяет психологические последствия войны, которые нанесли не только физический, но и душевный вред. И чем ты больше сопротивляешься реальности, тем сильнее раны. Я предполагаю, что все события, которые происходили в игре в виде кошмаров, это безумные сны главного героя, так как психика не хочет мириться с происходящим. И у нас есть два выбора. Либо главный герой принимает себя и окружающий мир таким, какой он есть, и мирится с последствиями, выживая и сохраняя рассудок, либо окончательно сходит с ума, не смирившись с проигрышем своей страны и своим физическим состоянием. Следует также отметить, что офицером без глаз является упертость и реваншизм главного героя, который не может смириться с проигрышем Германии в Первой мировой. Генерал лишился глаз, а глаза – это зеркало души и слепое исполнение глупых приказов, которые глупы сами по себе, ведь война уже прошла и обречены на провал. Этот символ показывает бессмысленность этих действий, ибо кроме новой боли они ни к чему не приведут. Эта игра помогает понять всю трагедию главного героя, который решил не бороться с проблемами, а просто убежать от них. Но если так делать, станет только хуже, то и приводит его в психбольницу и бесконечный кошмар. Убегая, он застревает в колючей проволоке, и чем сильнее сопротивляется реальности, тем больнее жизнь. Всегда проще сдаться и ничего не делать вместо того, чтобы бороться и менять свою жизнь к лучшему. Теперь поговорим о самом сюжете. Весь сюжет состоит из двух сюжетных линий. Одна посвящена тому, как герой попадает в эту ситуацию, а вторая — это кошмар и галлюцинации, с которыми главный герой постоянно борется. Давайте кратко разберем основной сюжет. Главный герой — это немец, был застукан за использованием с другом радужного флага. Отец, разочарованный в сыне, и тот, чтобы восстановить свое уважение не только к себе, но и к отцу, идет на фронт добровольцем. Там он служит несколько месяцев, по рации сообщают, что идет наступление. Наш герой идет смело вперед вместе со своими соотечественниками. Но ему не везет, и вместо того, чтобы погибнуть как герой, или же получить легкое ранение и стать героем, он подрывается из-за снаряда и падает в колючую проволоку, лишившись руки и ноги и получив глубокие ожоги тела. Он возвращается домой, где его встречают родители, и они ухаживают за ним. В этот момент как раз у героя происходят кошмары. Я предполагаю, что белый монстр, возможно, является отражением страха перед родителями или же войной. Понятно, что изуродованная птица — это и есть главный герой, и его мысли о том, стоит ли заканчивать эту жизнь или нет. И герой в конечном итоге находит силы жить дальше. Именно это является хорошей концовкой. Геймплей игры хороший для такой студии. Погружение атмосферы игры напоминает Амнезию. Сюжет очень простой, но при этом затрагивает такие глубокие темы. Также нам дают ответы на все вопросы, что очень сильно я люблю в современных играх. Раздражает, когда ты прошел игру и тебе ничего не объясняют, и ты должен сам додумывать сюжет, как в Little Nightmares или других платформерах, которые очень похожи на эту игру. Читать какие-то комиксы, нафиг мне это нужно. Это не сюжет, просто авторы либо поленились додумать сюжет, либо намерены еще заработать на игре, пока она приносит доход, что превращает игру в помойку для высасывания денег, а не в шедевр. Да, конечно, я считаю, что Little Nightmares — это одна из прекраснейших игр, но согласитесь, когда вам не объясняют первый сюжет, потом не объясняют второй сюжет, и только на конце третьей игры вам объясняют сюжет, тебе уже надоедает сама игра. Или же тот же самый Alan Wake 2, который полностью не раскрыл сюжет и опять нас запихивает в какую-то спираль. Почему-то в каждой из этих игр есть какие-то спирали, и искренне надеюсь, что именно в третьей части все игры завершатся. Ни капли не жалею потраченного времени, ведь темы раскрываются насущные и современные. Баги есть, но незначительные. Жаль, что многие геймеры пропустили эту игру или же просто не акцентировали на нее внимание, но игра очень понравилась. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.